Почему вот эти 3 розетки, они находятся совершенно в разных местах, в разных плоскостях практически. Вот здесь вот снизу мне пришлось положить картонку такую, которая его поддерживает, потому что если ее не класть, сверху сантиметров 7-8, наверное, такой наклон получается. Выгнать человека на улицу не получится. Есть такие случаи, когда люди наглеют и продолжают жить. И год, и 2, и 3. Женя продукты несет на вечеринку в своей сумке, в тележечке. У меня 6 утра сейчас, я встал пораньше, потому что у меня съемка в 6:30, а за окном еще темно, потому что зима, у нас еще выпал снег. И в сегодняшнем видео я хочу показать, как выглядит мой район и показать свою квартиру. А до этого мы немножко потусуемся, съездим на съемку в 6:30, сходим на Holiday Party, я покажу, что это такое Holiday Party, немножко подробнее про это расскажу. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки и в комментариях пишем, какой же у меня убогий подъезд. Вот это, кстати, мой подъезд, а подробнее про мою квартиру мы поговорим немножко позже. Погнали! Простите, извините. Я начихаю тебе в ухо, да? Больше этот материал никто, кроме тебя, не увидит. Ну что, приехал на место. Смотрите, снега реально много выпало. Ну, пару сантиметров. И он все еще не прекращается. А мне нужно фотографировать семью, а их там человек 7, наверное. Ну и Бруклин-Бридж не часто увидишь в таком виде, со снегом. Считайте, вам повезло. Ну, честно говоря, мне в снег-то не очень нравится фотографировать, но подписались, они туристы. Что делать? Уже не откажешь. А утром фотографируемся, потому что они хотели вечером, но я говорю, блин, вечером много людей. Они такие, ну ладно, давай утром тогда. А утром снег пошел. И по расписанию он не собирается заканчиваться в ближайший час. Блин, и как бы пока снег идет, не видно Манхэттена на другой стороне. Ну, как бы Бруклин-Бридж видать. Ну, красиво, да? Я давно снега уже не видел. В Нью-Йорке тем более. Он выпадает здесь и сразу тает. Попробую снять красивые фоточки и, надеюсь, им понравится. Кстати, эту семью я уже фотографировал 2 года назад и сделаем офигенные фотографии в Центральном парке. И переплюнуть их будет, наверное, достаточно сложно, но очень много на себя взяли именно они, потому что они выглядели круто в костюмах. Из-за снега, из-за туч, из-за тумана достаточно темно все еще. И вот солнце стоит 7:15, и мы сейчас в 7 часов идем фотографироваться. А моя семья ждет меня. Ну, не моя семья, а семья заказчика ждет меня вот здесь вот в холле гостиницы. Здесь очень красиво. Фотографирую семью, стало светло, снег еще не растаял, все еще здесь. Вот они сзади там идут. Вообще красиво сегодня. Красивый сегодня осенний день. Красивая погода. Идеальный день для фотосъемки. И Бруклин-Бридж в снегу. Такое не часто увидишь, как я уже говорил. Let's do one more here. It's a good spot. Yeah, with this view behind, it will be great. Я очень рад, что клиенты доверяют мне, и то, что они доверились и выбрали утро, потому что утром здесь нет людей в дамбо. И сейчас выпал снег, и их даже это не остановило, и мы сделали крутые фотки, потому что фотки в снегу в Нью-Йорке сделать – это большая удача, я считаю. Потому что редко такое бывает, что ты утром просыпаешься, снег, и ты можешь сразу приехать подготовленный и сделать крутые фотки. Я считаю, что им повезло. Они не из Нью-Йорка, они приезжают сюда периодически почилить, отдохнуть, и вот они сделали крутую съемку. Я пока шел обратно, увидел на улице лежат зонты, с которыми я фотографировал свою семью. Это было в другом месте, и я просто их забрал и сейчас принесу в гостиницу, оставлю им. Я надеюсь, им передадут их. Делаю чуть-чуть больше для своих клиентов. И если вы смотрите это видео как фотограф, либо как бизнесмен-предприниматель, то и вам советую делать всегда чуть-чуть больше для своих клиентов. Даже вот такие мелочи, они всегда будут приятны и всегда сработают. Это очко будет вам.
А я сейчас пойду домой, мне нужно подготовиться к Рождеству, закрыть какие-то вопросы свои рабочие, ну и немножко подготовить квартиру. И там покажу вам уже, как она выглядит, в принципе. Нужно немножко там свет разобрать. Покажу, как я живу и сколько стоит квартира, и как найти квартиру в Нью-Йорке, в Бруклине, сколько это стоит, и все вот в этом роде. Поэтому смотрим дальше. Вообще, рынок американской недвижимости – это тот еще квест, особенно для человека, который только приехал в Америку. Поэтому я составил небольшую памятку по типам недвижимости. Найти ее вы сможете в моем телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии. Как и обещал, сейчас я покажу вам свою квартиру, которая находится вот за этой дверью. Поехали. Здесь есть маленький коридор, что достаточно большая редкость для нью-йоркских квартир. Вот сюда заходишь, и у нас здесь можно поставить обувь. Здесь есть зеркало, в котором можно на себя посмотреть. И вот полки для обуви. Это картина моего друга. Он рисует такие вот малеванные ковры. Малеванный диван называется, да, это такой жанр искусства. Вот, я купил у него эту картину, она висит у меня здесь в прихожей на входе. Двигаемся дальше. Здесь сразу такая большая комната, это living-room. Здесь несколько окон есть, я повесил там жалюзи, и теперь вот одно окно не видно, а два открытых сегодня. Мы уже готовы к Новому году. Елка стоит, цветы, наряды всякие туда для квартиры. Кошка лежит, отдыхает. Квартира на самом деле достаточно большая, просторная, очень много места. Кухня. Проектор здесь стоит. Минус этой квартиры в том, что нету нормальных ровных стен здесь, да, видите, вот здесь постоянно какие-то выступы, тут окна на этой стене. И единственное место, на которое я проецирую проектор, это вот здесь вместе с дверью. Дверь как бы не мешает смотреть, но это лучшее место здесь, чтобы смотреть проектор. Кухня, переходим к ней. Здесь плюс огромной этой квартиры, то, что есть посудомойка, есть газовая плита, есть огромный холодильник, в котором можно морозить даже лед. Кухня маленькая, даже по сравнению с предыдущей квартирой, здесь кухня достаточно мелкая, нету поверхности, где готовить еду. То есть вот этот кусочек и вот этот кусочек. Стол обеденный для двоих человек, и вот здесь вот этот угол, это мое рабочее место, где фактически стоит мой монитор. Вот здесь я еще, наверное, покажу отдельно. И здесь я записываю свои видео. Вот так вот сижу и разговариваю. Купил себе шкаф, чтобы складывать туда свое оборудование. Ну, и там рюкзаки с техникой стоят. Иногда использую еще вот эту лампу кольцевую. А остальное мое оборудование стоит вот здесь вот в шкафу. Забыл совсем его показать. Под лестницей находится такой гардероб, где висит фактически верхняя одежда, и там в углу лежит моя аппаратура. Вот. Ну и дальше идем на второй этаж. По вот этой замечательной лестнице, на которой 15 ступенек. И заходим на второй этаж. Здесь огромная комната со вторым светом. Есть у нас дырка в потолке, а оттуда видно луну, когда полнолуние. Здесь есть 3 окна. Вот здесь вот одно окно. Фактически это такая спальня. Да? Еще есть пространство, которое пока непонятно, как обустроить. И вот здесь в углу есть рабочее место. Я пока что сложил сюда все свои вещи, потому что у нас тут вечеринка планируется. Вот здесь есть еще один шкаф, он достаточно небольшой, туда помещается какая-то верхняя одежда, майки, рубашки, брюки. И вот здесь вот огромная ванна, очень большая. По сравнению с теми ваннами, которые у меня были до этого в предыдущих квартирах, это прям большая. Вот унитаз новый, и тумбочка новая, и ванна новая. И вот окно здесь тоже. Прикольно, ванна с окном. Вот, и душ точно такой же американский, как и у всех. Нету никакого шланга, то есть просто становишься под него, моешься. Шторка, полотенце, все как положено. Расскажу один нюанс. Квартира двухэтажная, называется дуплекс. Прикол здесь, что здесь в квартире один туалет, и он находится на втором этаже. Когда я жил в родительском доме, то там туалет был на первом этаже. Естественно, нужно было ходить через весь дом на первый этаж в туалет. Здесь как раз-таки наоборот. Нужно ходить фактически в мастер-бедрум на второй этаж, вот сюда вот, чтобы помыть руки даже, да, или умыться. Когда ты просыпаешься и идешь в душ, нормально, а когда ты на первом этаже, уже как бы нужно постараться. Минус, наверное, не знаю. А еще минус этой квартиры в том, что здесь огромное количество окон. И от этого шумно, потому что, дороги за окном, достаточно активное движение. И еще зимой, когда минусовая температура и ветер, то с этими американскими хреновыми окнами, тоненькими, здесь становится очень холодно, потому что, из них прям дует со всех щелей, и когда ветер, он выдувает все тепло. Но с другой стороны, здесь очень светло и очень много пространства и объема. Найти такую квартиру достаточно сложно, и цену про нее я скажу немножко позже, когда спущусь вниз и расскажу вообще немножко подробнее про плюсы и минусы этой квартиры, и как вообще искать квартиру в Нью-Йорке, и сколько это стоит.
Смотрите, какие есть плюсы жизни в Нью-Йорке. Иногда, живя в Нью-Йорке, мебель можно не покупать, потому что ее можно найти на улице. Например, вот этот диван мне отдали знакомые, вот этот стол, за которым я работаю, я его нашел здесь, в Бэй-Ридже, на улице, и 4 стула вместе с ним кто-то выставил, и стол достаточно добротный, такой хороший. Ковер мне отдали знакомые, которые здесь лежит в комнате. Вот эти вот тумбочки тоже отдавались в офисном здании, и их оттуда пришлось вывозить, забирали. Каждая тумбочка такая стоит $700, вот, большая удача. Стол тот обеденный был куплен за 40 или за $70, вот этот вот журнальный столик тоже за $40, и все это было куплено на маркетплейсе. Цены гораздо ниже, чем в мебельных магазинах. А полка, в которой я храню свою аппаратуру и какие-то гаджеты, там нужные мне вещи, это полка из Икеи. Она стоила $110 либо $190. Еще один прикол американских квартир — это вот эти вот полы, потому что невооруженным взглядом, наверное, не видно, да, то, что они кривые. А, например, когда ставишь шкаф к стенке, вот так, чтобы он прилегал к стенке от самого верха до самого низа, вот здесь вот снизу мне пришлось положить картонку такую, которая его поддерживает, потому что если ее не класть, сверху сантиметров 7-8, наверное, такой наклон получается, да? И если здесь положить шарик на пол, то он скатится. Так как дома деревянные, здесь лежат балки внизу, и они такие длинные, и они прогибаются к центру. Да, еще вот у меня есть такая претензия. Вот обратите внимание на эту стену. Какие ГОСТы в Америке, какие стандарты, почему вот эти 3 розетки, они находятся совершенно в разных местах, в разных плоскостях практически. И такого очень много в американских квартирах. Ну, смотрите дальше. Есть тут коридоры такие, и они застелены ковролином, что не очень хорошо. А вот здесь вот, если присмотреться, то можно увидеть кривизну пола. Да, здесь у нас мусорка, куда выставляется мусор recycle. Сапоги выставил, видите? Хантер. $70 стоят, по-моему, такие. Дальше у нас есть лифт. И здесь в доме есть мусоропровод. Видите? Можно выкинуть мусор. Сейчас еще спустимся вниз, покажу еще один большой плюс этой квартиры, вообще этого билдинга в целом. Секундочку, лифт только приедет. Ну вот, когда спускаешься в подвал, здесь есть выход на улицу. Видите, тут такой агрегат стоит, который прессует мусор и складывает его в пакеты, видимо. А потом он отсюда и выкидывается на задний двор. Прикольно, не знал, что у нас тут такая штука стоит. Там еще одна комната. Короче, подвал достаточно большой. И вот здесь стоят стиральные машины, в которых можно стирать. Это стиралка. Вот сюда закидываешь квотеры. Квотер — это 25 копеек. Вот их сюда ставишь, $1,5 задвигаешь, и она начинает стирать. А здесь уже сушилка. То же самое. Закидываешь сюда квотеры, туда одежду и сушишь ее. После этого, на этом столике ее можно сложить и пойти домой уже с готовой высушенной одеждой. Может возникнуть вопрос, да, почему у меня нету здесь оборудования, где мое рабочее место и где вообще все. Многие уже, наверное, поняли, что я живу не один, а с девушкой, и мы сегодня готовимся к вечеринке, мы пригласили большое количество друзей наших, своих знакомых. Если вы досмотрите это видео до конца, то вы обязательно увидите, как русскоязычные мигранты отмечают, встречают, празднуют Рождество в Нью-Йорке. Так что досматривайте. В общем, почему я переехал с предыдущей квартиры в эту? Ведь квартира была достаточно просторная, большая, хорошая, действительно хороший вариант. Платил я за предыдущую квартиру $1600 США. Потом, когда на следующий год уже я продлевал контракт, я должен был платить за нее 1870, по-моему, гораздо больше. И мы решили переехать в квартиру попросторнее, потому что та достаточно маленькая, и студии для двоих, мало. Особенно, когда у тебя много оборудования и есть кошка. Поэтому начали искать квартиру. Искали в разных районах, но почему-то решили остановиться на Бэй-Ридж. Наверное, потому что этот район нравится, он достаточно живой. Здесь не просто такой типичный Бруклин, а здесь есть 5-я авеню под боком, на которой огромное количество магазинов, ресторанов, всяких движух, комьюнити достаточно прикольное, люди прикольные, и вокруг есть частный сектор. То есть тут не так много людей здесь живет, как в Бруклине, в Южном Бруклине. Вот. Немножко разряженная такая обстановка, больше частного сектора. И получается, первая моя квартира, в которой я жил, стоила $200, по-моему, я там за комнату платил $600. Следующая моя квартира стоила 1600, а эта квартира стоит. Сколько она стоит, я расскажу в самом конце. Это уже есть самый конец. Квартира эта стоит 2500, что на мой вкус не так
так много. Но есть нюанс. Когда ищешь квартиру в Нью-Йорке, необходимо платить за первый месяц проживания депозит, сумма в размере первого месяца проживания, плюс такую же сумму комиссия агенту. То есть, если квартира стоит 2 500, то необходимо в первый месяц заплатить 7 500. В этой квартире офигенный плюс, что не нужно было платить комиссию. Владелец билдинга сам работает на каких-то хороших условиях с риэлторской компанией, и вот эту вот сумму платить не надо. То есть он сам ее покрывает. И поэтому получается, если бы нужно было заплатить 2 500, это плюс $200 в месяц, квартира стоила бы 2 700. А так она стоит 2 500. Это стоит учитывать, когда ты начинаешь искать квартиру в Нью-Йорке. Это касается именно Нью-Йорка. В других штатах и в других городах может быть совершенно по-другому. Если вы смотрите меня из Америки и вы живете в каком-то другом штате, то расскажите мне, как у вас и как нужно платить. В комментариях, пожалуйста, вот туда пишите. А любопытный зритель может спросить, так а как же искать квартиру в Нью-Йорке, когда ты только переехал, например, и у тебя нету кредит-скора, нету никаких денег, нету справок там о суммах и работы нет. Ну, в этом случае можно искать квартиру в русскоговорящих районах. Там с этим как будто бы попроще. Люди друг другу доверяют. Но вообще в Нью-Йорке, если ты в квартиру заселишься и потом тебя начнут выселять, то выселить человека не так уж и просто. Например, у него нет денег, чтобы переезжать в более дорогую квартиру, или он не мог найти эту квартиру достаточно быстро. То есть выгнать человека на улицу не получится. Есть такие случаи, когда люди наглеют и продолжают жить и год, и 2, и 3, пока идут там разбирательства. Конечно же, в русскоязычных районах, либо в более криминальных районах, скажем так, там никто церемониться не будет. Там начнут приходить люди и популярно объяснять, что тебе необходимо съехать. А в Манхэттене, где все через суды и люди боятся сделать какой-то лишний шаг, там немножко по-другому уже, конечно. И никто тебя просто так за шею не выгонит. Конечно же, это оставит след в будущем, и человек не сможет снять нормальное жилье себе, но, тем не менее, это есть, и про это необходимо знать. Чтобы найти себе квартиру в Нью-Йорке, необходимо пользоваться различными сервисами. Например, StreetEasy, Zelle и, возможно, есть еще какие-то другие. Есть группы в Фейсбуке, через которые тоже можно найти. И там их сдают как агенты, так и собственники. И, как я уже говорил, чтобы снять квартиру через агента, необходимо заплатить за первый месяц 3 стоимости квартиры. Именно поэтому люди здесь не очень любят переезжать, потому что это достаточно дорого. Плюс, за то, чтобы перевести квартиру, необходимо заплатить тоже, потому что вот я сам первую квартиру перевез, и у меня это заняло там времени, ну, не знаю, 5 машин я перевез или 7, да, то уже когда я переезжал со второй квартиры на третью, в эту квартиру, у меня было гораздо больше техники, вещей каких-то, да, и, по-моему, я 12 заездов таких сделал. А сейчас у меня еще появился шкаф, новый стол, новые стулья. То есть в следующую квартиру, когда я буду переезжать, мне нужно будет это все тоже как-то перевести. А заплатить за переезд, ну, это будет стоить, наверное, в районе 1000, да, если нанять людей, машину, и они там в течение дня все это перевезут. Достаточно накладное это дело, переезд. Почему же я все-таки решил переехать в другую квартиру, и какие плюсы у меня теперь есть, и какие минусы? Об этом поподробнее. Вообще стоит заметить, что все американские квартиры, и нью-йоркские в частности, они уникальные. Нету одинаковых квартир, как, например, на постсоветском пространстве есть хрущевки или сталинки. У них есть какие-то типичные планировки. Здесь планировки абсолютно разные. Кто как хочет, так и пляшет. В некоторых домах нету прямых углов по 90 градусов. Вот как у меня здесь, например, там угол один острый, там один тупой, да, то есть ты не можешь в угол поставить шкаф. Нету нормальных каких-то типичных размеров прихожих, иногда их вообще нету прихожих, то есть ты входишь сразу в living-room, и у тебя справа кухня находится. Это как бы минусы этих квартир, да, то, что ты никогда не знаешь, что ты получишь. Предыдущая квартира как будто бы была с планировкой. Это уже как будто бы собиралось из того, что есть. За те деньги, которые я плачу за 2 500, есть плюсы этой квартиры. Например, она гораздо больше. Здесь около 1000 square feet. А та квартира была 600. То есть эта квартира в 1,5 раза больше, чем предыдущая. Здесь есть стиралка, есть посудомойка в этой квартире. Она гораздо больше, потолки выше, светлее. Это прикольно. Минусы этой квартиры. То, что огромное количество окон. Из-за этого здесь гораздо шумнее. Часть окон выходит на дорогу. Это тоже шум. И здесь оживленная дорога у нас и перекресток рядом, и поэтому здесь постоянно сигналят, грузовики ездят. Ну, как бы... Что поделать? Приходится с этим жить. Окна американские, они везде хреновые, они везде плохие, они везде пропускают звук и шум. Как это пофиксить, я ничего не придумал. Шторы и жалюзи не помогают. Для меня еще один минус был то, что здесь нет ровных стен, куда поставить проектор и смотреть видео. Поэтому, пришлось смириться и смотреть видео вот на этой стене. В данном случае для меня плюсы этой квартиры, они перевешивают минусы. И я могу смириться и с шумом за окном, и с большим количеством окон, и с холодом, который, сейчас пройдет зима, тут сколько-то, 2 недели холодов будет,
будет, дальше уже будет полегче. Ну, а так нормально, хорошая квартира. Я рад, что мы сюда переехали вдвоем. Наверное, гораздо уютнее и комфортнее в большом пространстве, чем ютиться в маленьком. Не знаю, переедем ли мы отсюда в ближайшее время, но пока что живем здесь. И сегодня к нам придут гости, друзья. В маленькую квартиру мы бы их точно не поместили, а сюда они все поместятся, потому что место, можно танцевать. Так что оставайтесь и посмотрите, как это будет выглядеть. Смотрите, бонусом хочу показать еще одну квартиру, которая находится под моей квартирой, и она сейчас сдается. Цена за эту квартиру $2300 США. Это one-bedroom квартира, и смотрите, как она выглядит. Здесь сразу входная дверь, здесь у нас туалет с ванной, тоже туалет достаточно большой, и ванна достаточно большая. Сразу здесь living room, в котором вот два окна есть небольшой шкаф такой для верхней одежды. Здесь вот такая вот маленькая кухонька есть. Техника, кстати, новая, посудомойка новая, холодильник новый, полку даже вот там какую-то приделали. И здесь спальня получается с 3 окнами и вот один шкаф. Да, эта квартира сейчас сдается, но до сих пор вот уже месяц, наверное, еще никто не заехал сюда. Наверное, слишком высокая цена за нее, но при этом, видите, да, квартира не очень большая. 2300 за нее хотят. Вместо того, чтобы рассказывать сухие факты об Bay-Ridge, я лучше расскажу, почему вам стоит обратить на него внимание и почему это самый классный район Нью-Йорка. Лично для меня Bay-Ridge как отдельный город. Он с двух сторон окружен автомагистралями и как будто живет своей отдельной жизнью. Мне этот район напоминает маленький европейский городок со своими барами, ресторанами и своим очень дружным комьюнити. В этом районе постоянно проходят парады и различные уличные мероприятия. А еще мне здесь очень удобно живется с автомобилем. Всегда можно найти где припарковаться. А в новом году сюда приходит велошаринг, так что можно будет без проблем доехать до Манхэттена, даже на велосипеде. До начала нашей рождественской вечеринки остается совсем немного времени, и пока еще светло, я решил прогуляться по району. Мне нужно купить ugly свитер. У меня есть одна идея, где это можно сделать, а по дороге я еще вам покажу, как Bay-Ridge выглядит в преддверии Рождества. Ну и у нас еще сегодня опять выпал снег, то есть второй раз практически за неделю выпадает снег. Это большая редкость для Нью-Йорка. Это магазин с товарами для животных. Даже вот он украшен к Новому году. Есть какие-то коробочки для собак, маленькие игрушки, а внутри у них стоит елка. И, видимо, на этой фотозоне можно сфотографировать свою собаку. А вот одна из пиццерий просто раскрасила окна к Новому году, к Рождеству. Выглядит достаточно прикольно. Лично мне это напоминает такое детсадовские раскрашивание окон в детском саду. Все потому, что у меня в детском саду, когда я жил в Орше, к Новому году раскрашивали окна, так, чтобы это было видно с обратной стороны. А вот здесь у нас предрождественская движуха такая, видите, пробка на светофоре, и машины стоят. А стоят они все потому, что здесь очень много машин паркуются вторым рядом. Вот они стоят вторым рядом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 машин в ряд. И получается, вместо 2 полос едет только 1 полоса. И вот здесь с этой стороны то же самое. В 2 ряда запаркованы машины. Все приехали в магазины. А тут еще можно подарки купить. И смотрите, у нас тут в Bay-Ridge появились такие брендовые сумки. Вот я иду вот в этот магазин D2, чтобы купить себе ugly свитер. Я помню, они здесь были. Вообще, вот вы сейчас увидите, какое количество китайской фигни здесь продается. И пока еще здесь все к Новому году, к Рождеству. Вот всякие Санта-Клаусы. Буквально через день, 26 декабря, ну, либо ближайший рабочий день после выходных, они начнут все это разбирать. Ugly свитер я не купил, потому что, ну, это последний момент, и в магазине уже ничего нету. Сейчас зайду к Жене, его заберу с собой, пойдем уже ко мне, там будем разбирать напитки, еду. И потом у нас есть еще приключение одно. Мы пойдем, когда стемнеет, в Дайкер-Хайтс, соседний район, где украшают дома. Там красивая атмосфера, светящиеся все эти огоньки. Все как в американских фильмах. Поэтому не переключайтесь, досмотрите до конца. Если вам интересно посмотреть на настоящую праздничную Америку, это будет вот именно то. Женя продукты несет на вечеринку в своей сумке, в тележечке. Когда дело доходит до празднования Нового года, Нью-Йорк можно смело назвать королем праздничных традиций. Весь мир знает про елку у Рокфеллер-центра, но кроме нее существует множество других зрелищ. Например, огни Дайкер-Хайтс, которые я вам и хочу показать. Традиция украшать дома в районе Дайкер-Хайтс берет свое начало в 1986 году, когда Люси Спата, переехавшая сюда, решила привнести частичку семейной праздничной традиции. Ее украшенный яркими огнями дом вызвал неоднозначные эмоции среди соседей. Кто-то восхищался, а кто-то
попросил снять декорации. Однако Люси оставалась непреклонной, заявляя: «Не нравится? Переезжайте». Вскоре у нее появились последователи по всему району. И спустя почти 40 лет все это напоминает веселые новогодние состязания между жителями района, потому кто ярче украсит свой дом. А что же касается счетов за электричество, то не беспокойтесь. В последнее время жители используют энергосберегающие лампы и светильники, работающие на солнечной энергии. А как с этим дела обстояли в прошлом, история умалчивает. План на вечеринку был такой, что мы пойдем прогуляемся на Дайкер Хайтс, чтобы посмотреть на огоньки местные, как тут все украсили, и немножко словить рождественское настроение, новогодний мут. И вот я вам покажу, как это все выглядит здесь и какое количество людей сюда приезжает, чтобы точно так же попытаться насладиться этими красотами и этими видами. О, кажется, даже снег пошел. А нет, это просто воздушные пузыри, мыльные. Вот здесь интересный момент, хочу показать, что люди здесь продают всякие штуки, такие поп-апы здесь образуются, стихийные точки, где можно купить кофе, горячий шоколад, и это все стоит $5. Ну и какие-то вот попкорн, да, тоже $5. А здесь можно купить еще какую-то сувенирную продукцию, типа шапочки, перчатки. Возле некоторых домов продают тоже различную такую продукцию, сувенирную, новогоднюю, но деньги идут на донейшены разным детям, которые нуждаются в деньгах для лечения, либо в какие-то фонды. А здесь, опять же, у нас, смотрите, как много лампочек, как много украшений. Что выглядит, ну, необычно, да, и для Америки, и для Нью-Йорка. Это вот очень много лампочек. И Дайкер Хайтс, мне кажется, очень известен своими лампочками далеко за пределами Нью-Йорка. Кстати, сюда приезжают даже туристические автобусы с Манхэттена, и вот часть программы — это Дайкер Хайтс. Ну, вот посмотрите, какой дом. Не самый большой, не самый ярко украшенный. Я надеюсь, что покажу еще больше. И сможете тоже разделить со мной это рождественское настроение. А вот это, наверное, один из самых таких популярных домов в Дайкер Хайтс с огромным количеством лампочек. Они здесь и на Хэллоуин украшают, и на Новый год украшают, и на Рождество. И смотрите, здесь очень много всяких игрушек надувных. В этом году здесь Диснейленд стоит. В прошлом году стояло что-то другое. Это новая машина, что ли, Марина? Какая? Пионер. Спасибо кому-то. Так, она уже порвала. Туда. Все праздничные вечеринки уже позади, и я хочу обратиться к вам, дорогие подписчики и зрители канала «Дома посмотришь». Во-первых, спасибо вам за поддержку в выходящем году. Вместе с вами мы провели 334 фотосъемки, посетили Чикаго, Сиэтл, штат Вашингтон, пообщались с миллионерами, узнали тайну американского стриптиза и немного про тюремную жизнь, а также про работу и жизнь США. А еще все вместе любили и ненавидели Нью-Йорк. Ваши комментарии и лайки — это то, без чего «Дома посмотришь» просто не может существовать. Потому что это именно то, что дает мне энергию создавать новые интересные видео. Ну и поэтому под этим видео я жду 1000 лайков и новых комментариев. А теперь мои новогодние обещания. В новом году я обязательно запущу англоязычный канал, открою новую компанию и выйду на новый уровень своего саморазвития. Поэтому следите за всеми новостями в моем телеграм-канале. Ссылку на него вы, как всегда, найдете в первом закрепленном комментарии. А во-вторых, каждому своему подписчику в новом году я хочу пожелать быть смелым в реализации своих идей, не сдаваться и всегда идти только вперед. С Новым годом вас, друзья, и увидимся в новых видео. Пока!